друзья, вы на канале Контрольная рыбалка, меня зовут Юля, и если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, 7 января 2022 года, и я приехала на рыбалку на Вилейку для того, чтобы порыбачить с ночевкой на 2 суток. Представляете? Рыбаков просто нереально много. Все стоят с палатками, без палаток, жерлицы, поплавочки, мормышки. В общем, целый город на Вилейском водохранилище. Сейчас еще и мы присоединимся. На штатной резине еще машина. Проверяю, как будет вести себя на ней. Вот. Ну и многие советуют поставить на зиму шипованную. А на лето на грязь трактор. Ну и сейчас все там говорили, что в Дастере мало места. Один из вариантов решения проблемы — это багажник вот такой вот большой тюля. XL, самый большой размер. Я стою здесь на колесе. Так что, и вот столько вот вещей, у меня поместилось, еще оставалось место, ехала я. Вот это мохнатое чудо. Да, рыжий? Сейчас пойдем. Вот. И смотрите, как брутально тачка смотрится с этим багажником. Посмотрите, какой красавец. Вах. Мой Дастер красавец. Так, вторые саночки. Главное все просто вывести на лед, там уже все полегче пойдет, да? Скажи, Рам. Все на месте, все как надо. Все, пока, Дастер, до воскресенья. Ну что, лед вроде бы отличный, мне так кажется. Я надеюсь, что мне не кажется. Мы сейчас находимся на русле, и здесь идут перепады глубин с 7,2 до 7,6 метров. Я приняла решение сесть на небольшом перепаде с 7,2 на 7,4. Впереди в любом случае 2 суток ловли, поэтому если не получится сейчас на этой глубине, в любом случае можно переместить в любой момент палатку. Да и лунки я разные закормлю, поэтому посмотрим, что получится. Куда поставить палатку я уже нашла, сделала двойные луночки и сейчас немножко жду, пока замерзнет та вода, которая вышла из лунок, когда я их прокачиваю. Подмерзнет, и тогда уже можно сверху устанавливать палатку, ложить пол и ставить теплообменник. Льда где-то 20 сантиметров, думаю, что на 2 суток должно хватить. Старый.
не замерзала, понимаете? Моя палаточка здесь уже стоит. Смотрите, какое хорошее солнышко. Супер. Все, вот луночки готовы. Двойные. Блин, слушайте, вот надо постирать вот этот вот тент в палатке. Какой уже весь грязный стал. Закорм сделаю прикормкой RS Ready универсальный. Сейчас вниз в две центральные лунки будем кормить. Так. И давайте вот здесь вот откроем и частично вот так вот закормим. Так. Так. Дальше мы делаем типа там вот так. Топотушечки делаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. И приподнимаем и открываем. Все. Буду устанавливать свои поплавочные удочки. Сейчас вот одну попробовала, видно, когда-то на каких-то рыбалках обрывала, так не хватило длины лески. Так здесь глубоко, здесь 74 метра. Это довольно хорошая глубина, поэтому скручиваю и достаю другая. Сейчас вот устанавливаю глубину. Глубина 7,2-7,4 метра здесь должна быть. Довольно много, поэтому долго надо опускать крючок на дно. У меня очень легкие поплавки, соответственно, очень легкая огрузка, поэтому нужно быть очень терпеливым, чтобы добраться до дна. И давайте в первую очередь отправим вниз одного мотыля колечком. Самый стандартный проверочный вариант для того, чтобы можно было узнать, что же нас там ждет на дне. Красота. Красота. Оп. Люблю эти удочки. Люблю маленькие легенькие поплавочки, которых меньше всего боится рыбка, наверное. И на вторую поставлю вот так одного опарыша. Сейчас посмотрим. Прикиньте, если вообще ничего не будет клевать. Я, наверное, тогда не знаю, что буду делать. Две моих удочки. Одна, вторая. Здесь мормышку положила на всякий случай. Может, потом понадобится. Посмотрим. Мой теплообменничек. Многие отсырели, так я сейчас сушу под теплообменником. Вот так. Решила, ребят, чтобы не было скучно. Туда не хочу идти, на улицу. Попробую здесь посидеть, немножко мормышкой поиграть. Тем более, что вижу камерой Калипсо, что окунь внизу ходит. А еще окунь видит, что мы здесь есть. Он сейчас заметил нас и смотрит в камеру. Он увидел просто падающую 100% сейчас. Да, есть. Ага. Я так и знала, что он соблазнится. Сразу увидел. Вот окуни, вы предсказуемые, пацаны. Вы просто предсказуемые. Неплохой окунек.
Оставляем его, естественно. Посмотрела дно камеры Калипсо, дно интересное, с перепадами вот такими вот, с бугорчиками. Лиманник лежит на дне, корм лежит на дне, рыбы пока нет. Ну и сейчас я хочу одну кормушку кормовую отправить в одну из лунок с давленным лиманником, давленным мотылем, чтобы, возможно, запахом мотыля привлечь какую-то рыбу быстрее к своей точке, потому что конкуренция довольно большая, рыбаков на акватории очень много, и я уверена, что каждый кормит этим лиманом, и рыбу придется собирать. Нам запахом надо привлечь, корма там уже хватает, лиманника тоже, нам главное уже все. Нам главное просто завлечь окончательно запахом рыбу, потому что ее пока, к сожалению, нет. Смотрите, настоящий дождь из лиманника идет. Рыбка должна соблазниться. Она, мне кажется, не сможет устоять против такого. Так, ребятки, сейчас посмотрим, что здесь. Холостая. Холостая, наверное. Может, судачок ходит или кто, я не знаю. Но, судя по всему, холостая. Потому что не раскрутила ничего. Сейчас мы проверим. Оп. Так. Что же? Так. Странно. Что-то сопротивляется, как будто. Непонятно. О, нифига себе. Окунь сожрал, смотрите. Вот так бывает. Офигеть, ребят, первый раз вижу такое в жизни. Ну да, ребят, живец у меня небольшой, поэтому и окунь клюнул. Ну, так хай клюе, может, на грамм 600 какой, так было бы и хорошо, пускай бы окунь клевал. Поставим 5 жерлечко с карасиком, может, клюнет какой-нибудь другой хищник. Совсем холодно. Шуга очень помогает, иначе бы лунка уже замерзла. Все лунки замерзают, сразу вот такой вот слой льда появляется. Так, нет. Все. Делаю раз, два, три. Откройте-ка. Отлично. О, видите, как клево. Есть, ребятки, что-то. Сейчас. Есть. Ой, ребятки, что-то хорошенькое, наверное, хороший окуневич. Наверное, сейчас посмотрим. Кто там? Кто там у нас подошел? Посмотрим. Ух, какой, ребята! Ё-моё, посмотрите, какой огромный окунь. Да, ребята, это хороший окуняк. Очень даже. Такой же, как у нас с вами на жерлицу клюнул. Представляете? Такой же. Даже больше, мне кажется, чем на жерлицу. Представляете, ребят? Повелся на
А смотрите, сколько в хапке у него там. Вы просто посмотрите, сколько он там жрет моего мотыля. Ну гад. Я вообще-то для лещей это все набросала. А вы? А вы попа нюхаете цветы, так сказать. Я надеваю большой пучок мотыля. Ну, чтоб он видел. Как говорится, жадность его сгубит, понимаете? Жадность много кого сгубила. А окуни, они, мне кажется, одни из самых жадных рыб. Один из самых жадных видов рыб. Есть. Раз. Ну, этот поменьше будет пацанчик, но он будет. Ладно. Пока окуни здесь, давайте ловить окуней, как скажете. Так. Оп. Тем более, что окунь это сорный вид рыбы. Нам надо проредить их стаю. Ой, ребят, хороший клюнул. Ой-ой-ой-ой. Хороший клюнул, ребят. Окунеч, хороший. Прям сначала забирал. Ну, я думаю, по крайней мере, что это окунь. Должен быть, по крайней мере, окунек. Куда-то влево уходит. О, смотрите, какой зачетный. Огонь. Отлично. Хо-хо-хо-хо. Отличный окунь. Время перекуса. Только что был такой солидный сход в лунке. Причем поклевку не было видно. Что-то крупное. Сошло, я почувствовала, как вырвался крючок изо рта у рыбы. Я уверена, что сейчас клевать точно не будет, как обычно. Пошла, вышла. Поставила плотвичку на одну жерлицу. Чтобы не задувало в палатку, пришлось набурить много-много-много шуги. Вот этой вот сухой. И засыпать юбку. И перестала дуть, и сразу в палатке стало реально теплее. Супер. Это самое главное. Потому что по ногам, конечно, дуло. Калипсу видно. И в диппер видно, что рыбы там очень много, но почему-то не хочет она клевать. Наверное, перекормила, они ходят, там собирают этого лиманника. Им и так нормально. Зачем им клевать? Правильно трогать мою наживку. Видели, ребят? Есть, ребят. Что-то как будто хорошенькое, ребятки. Сейчас посмотрим. Угу. Опачки. Ага. Интересно, кто? Ух ты, ребят. Виталик. Ребята, обалдеть. Обалдеть. Ребят, смотрите. Ни хрена себе. Вот это нежданчик. Ребятки. Да, не думала я, что на мормышку получится первого поймать. Но вот видите, так получилось, что именно на нее. Потому что сижу в палатке. В палатке собрались одни окуни. Может, там перекормила. Я не знаю.
Говорят, что только шайтанам берут рыбу на рыбалку, и я один из таких людей, поэтому сегодня у меня будет на ужин щука, которую я поймала в прошлый раз. Я ее почистила, посолила, заморозила, взяла с собой на рыбалку. Она у меня здесь сейчас в палаточке отошла. И вот такими вот прекрасными кусочками я сейчас щуку поджарю себе на ужин. Такой офигенный кусочек. Первый. Будем надеяться, который будет очень вкусный. Так, еще панировочка. Куски, конечно, солидосные, ребят. 4200 это вам не шутки. Думаю, что рыбка уже почти готова. Один кусок самый большой не поместился в сковороду, поэтому буду дожаривать вот сейчас отдельно. Ужинать собираюсь с вот такими вот вкусняшками прекрасными. Прекрасно, смотрите, приготовилась. Рыбка готова. Очень вкусная, ребят. Нереально вкусная. Вот кто говорит, что крупная щука невкусная, старая? Обманщики. Лукавые. Вы врете. Друзья, на улице довольно быстро становится светло, потому что ведь день пошел на возрастание, рыбаки прибывают. Сегодня в субботу еще будет больше людей и еще больше станет, я думаю, палаточный городок на Вилейке. Вышли, посмотрели, лед шуршит, там на берегу куча фонарей. Короче, шумно, как на шоссе, рыба пока не клюет. Я периодически меняю наживку в луночках, меняю, освежаю мотыля, освежаю где-то опарыша, пью горячий кофе. Честно могу вам сказать, что ночь эту я, естественно, проспала. Почему? Потому что знаю, что в первую ночь не клюет, ни по отзывам, ни по своему опыту здесь. Вот, может быть, у кого-то и клюет, кто, конечно, на закормленные луночки заранее приезжает, но не у меня, потому что я всегда ищу новые места. Вот. И все дается не просто так. Вот решила сейчас отпустить камеру вниз калипсо. Как видите, еще довольно темно на улице, поэтому приходится включать инфракрасную подсветку, чтобы видеть, что происходит на дне. Рыбы пока нет. Есть какая-то рыбка? Есть. Ой-яй-яй-яй. Наконец-то, ребят. Наконец-то. Какая-то первая рыба после шевеленок. Я начала туда-сюда подыгрывать мотыликом. У меня там простой крючок. Мотыля немного. И наконец-то произошла поклевочка. И кто это у нас там идет? Может, подлещик? Нет. Такой вот здоровенный окунь. Прекрасно. Это прекрасно, друзья. Посмотрите, какой здоровый окунь. Слушайте, такие окуни, это вообще просто ну огонь. Красного цвета я использовала крючки такие при ловле подлещика и леща на водохранилище. Водохранилище, как-то оно называется, вылетело из головы. Осиповическое, наверное, водохранилище называется. И реально с красными крючками мы пришли к выводу с Мишей. Миша, если ты смотришь видео, ты помнишь, да, ты все время на красные крючки ловил, хотя Миша, наверное, не зимний рыбак.
На красные крючки там рыба клевала лучше. Да, с них краска слазит. Но именно на красные крючки. И эти крючки у меня остались именно вот с лета. С лета, с весны. Ну, продолжаю верить в то, что подойдет какая-нибудь беленькая рыбка. Ну, а если будут клевать такие зачетные окуни, ну, пускай клюют такие зачетные окуни. Самое интересное, ребят, смотрите, вот эта центральная лунка, в ней очень много лиманника и корма. В правой лунке только корм. То есть он не идет на кормовое пятно. Возможно, ему просто было проще найти моего мотыля, он больше выделялся на простом кормовом пятне. Вчера хорошая поклевка, хорошая рыба клюнула именно на лунке, которая была сильно закормлена. Вот это вот. Посмотрим, что будет дальше. Есть какая-то рыбка. Сейчас посмотрим. Похоже на ерша, наверное, не знаю. Но вообще там подлещик ходит. Пора подлещику начинать клевать. О, подлещик, ребят, идет. Наконец-то. Оп. А, это не подлещик, это какая, смотрите. Опа, смотрите, какая хорошая плотвичка. Огонь, батончик какой. Клюнул хорошенький. Оп, и там показывает у нас, что подлещик. Клюнула плотва сейчас на одного опарыша с мотылями. Поэтому ставим сейчас опарыша. Мотыля. Есть. Ребят, что-то здесь. Что там идет? Сейчас посмотрим. Дорж. Интересно. Я надеюсь, что это подлещик, ребят, тоже. Ну, давай сюда. Плотвичка из этой луночки. Видите, эта луночка вторую плотвичку еще принесла. А там подлещики у меня правей. Странно. Ну не шо, распределение. Что поднимала вверх поплавочек. Ух ты, рёвсель-мотрёпсель, вы видели? Ого, что это такое? Прямо здесь отвалился, видел? Ё-моё. Я не знаю, что плохо так засекаются, натяжку я убираю или что, но просто вот выпадает изо рта. Ну, мне это очень не нравится на самом деле, что эти крючки, может быть, действительно надо что-то побольше поставить, чтобы не выпадало больше. Или меньше, наоборот, поставить, чтобы прям заглатывало насмерть. О, ребят, что-то может подлещик или плотва хорошая. Потому что
Ну, ребят, может что-то получше будет. Сейчас мы давайте встанем над луночкой, чтобы не упускать такой шанс поймать рыбу, если она будет. Это может быть проблема во мне, что я там боком. Слушайте, кто это там такой? Подлещик. Ха, отлично, ребят. Подлещик. Только что произошел опять сход в лунке. В центровой. Что-то было хорошее, поэтому я решила перевязать поводок и сделать вот такой вот маленький крючочек еще. Другой. Ставлю колмик, попробую на колмик. Что-то меня овнер, так сказать, пока не впечатляет. Даже не знаю, почему столько сходов. На прошлой рыбалке столько не было. На мотыля больше поклевывает, но влетает на мотыля чисто, может, и ёрш, и окунь, всякая попочка вот эта вот, которая очень сильно раздражает и обрывает крючки иногда у себя во рту и портит рыбалку. Хорошо. И 3 мотыля поставлю. Всё. Так, пока что-то есть. Сейчас уже было столько сходов. Или плотвичку вижу, или подлещик. Плотвичка, наверное. Боже, как она. Подлещичек это. Маленький подлещичек, лаврушечка. Такую рыбку нужно идти ставить на ставочки. Что-то побольше, ребят. Реально побольше.
Ух, нифига себе, как клюнуло, ребят. Интересно, что там? Эй, хороший окунек. Хороший. Дают они, конечно, бой, гадость это. Тут что-то начало немножко сопротивляться. Вот тут, ой, в соседней лунке вынырнула. Это была плотва, ребят. Кажется, что небольшая, но плотвичка, конечно, хорошая. Огонь. Плотвичка на опарыша с мотылем. И вот поставила колечком, и наконец-то ее засекла. Так, посмотрим. Сейчас. Кто там у нас? Интересно. Как думаете? Крутит, крутит, крутит. Пускай глотает. О, надо чем-то отбить. Да-да-да, рыжий, копай. Что-нибудь большое у нас не выйдет. Рыжий, осторожно. Не-а. Бросила, походу. Угу. Бросила. Видно, что-то небольшое было. Так, ребятки, уже ставила пучком, уже ставила и так, и так. И вот наконец-то идет. Ого, какая, ребят, плотва идет на одного мотыля. Вы не представляете, ребят. Вы просто не представляете. Ого, ого. Вот это плотвичка. Вот это размерчик. Ого. На мотыля колечком, слушайте. Отличная рыба. Перестала ставить по 10 мотылей, стала ставить одного опарыша, одного мотыля колечком. Сразу чистились поклевки.
И сразу улучшилась реализация. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Ну, окунь. Окунь тоже хороший такой. В общем, если что, мы с вами голодными уже, ребят, не останемся. Один мотыль колечко. Давайте 2 поставим. Это желание вечно укрупнить наживку, чтобы укрупнить размер рыбы. Есть всегда, но не всегда это помогает, не всегда это работает. Вообще мне очень нравится на мормышку ловить. В луночках, которые на улице. Зашла ноги отогреть, отогрелись уже ноги. Сейчас снова пойду, только в нормальных сапогах, в теплых. Вот всем нравятся вот эти вот желтые сапожки, вот эти вот, которые здесь. Да, они, конечно, прикольные, и цвет у них прикольный, но они же холодные, просто мерзко. Просто мерзкие. Это так, в палатке посидеть, знаете, чтоб ноги не мокли. По полу по такому ходить. А если хотите в мороз, чтобы не мерзли, то только вот нормальные сапоги человеческие, как те, в которых я сижу. У меня, кстати, Нордман сапоги. И никого не слушайте, когда вы берете сапоги, если вы хотите быть теплее, белейте как можно больше градусов. Все говорят, зачем у нас таких зим не бывает? Да пофиг, сколько раз мне так говорили. Мне жарко никогда не бывает, не всегда хорошо. О, плотвичка. Ух, какая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите, как красиво она засеклась. Огонь. А на обед у меня будет каша рисовая с говядинкой. Ого. Ого, сопротивляется. Не знаю даже что. Интересно, это плотва, ребят? Или подлещик? Сейчас посмотрим на сопротивление. Опачки, тут прям сопротивляется. Может, окунь? Хороший окуневич. Ох, какой окуневич. По зубам получил, так сказать. И был пойман за губу. О, красавец. Да, кушает. А что он делает? Балуется? Угу. Ну. Да, какое окна здоровое. Ну, это когда, блядь, эти окна не клевали? Видите? Снова. Так, сейчас посмотрим, ребят, кто там у нас. Ох, ребят, хороший подлещик идет, очень. Вообще огненный, смотрите какой. Еще один. Еще один подлещик, который только что ушел. Так, что-то небольшое, ребят. Сейчас посмотрим. Подлещик. Или плотва. Плотва. Я сдалека вижу, с глубины кто там идет. Вот серьезно вам говорю. По-моему, огонь. Хорошая плотвичка. Среагировала на движение. Я увидела, что рыба там очень хорошо подъела
лиманника, поэтому приняла решение сейчас взять и лиманником просто тупо туда закормить, опустить его туда на дно и открыть в каждой лунке по кормушке. И сразу подошел снова подлещик со стороны. Так, я думаю, что должен быть подлещик. Больше там некому быть. Сейчас посмотрим. Подлещик, окунь. Ага, плотва. Отлично. Ну, плотва так плотва. Приходится ставить колечком, потому что не колечком с кормового пятна боится собрать. Это уже я проверила благодаря камере Калипсо. Я уже проверила, а парыш вообще как будто не замечает одного. Как вы думаете, плотва? Я не вижу. Да, плотвичка. И вот что осталось от экстрактора, который перекусил пес. Только что в одну лунку пришел ёрш, не очень хорошо известник, так сказать. А здесь в луночку пришла плотва, это хорошо. Пока клюет плотва, пускай клюет. Это очень хорошо. Ну что, друзья, ночью ничего снова не брала. Я рассчитывала на то, что подойдет лещ, но, увы и ах, он не подошел. Поэтому сейчас ждем дня, еще чуть-чуть докормились и будем то ловить рыбку, которая придет с рассветом. Кстати, обратите внимание, что вот здесь вот выступила вода. Мы сначала не могли понять, почему, а потом поняли. Потом, как поняли, сразу пришлось теплообменник поднимать, потому что под теплообменником лед растаял больше, чем везде. Мы даже немножко испугались. Вот теперь теплообменник стоит на таком вот ящичке. Нужно было сделать так сразу, но, видите, мы так не сделали. Поэтому, если вдруг вот поедете, старайтесь так делать. Да, когда теплообменник не будет стоять на полу, естественно, что будет прохладней для ног, но будет безопасней, потому что мы реально испугались. Потом посмотрим, когда снимем пол, что осталось от льда под палаткой. Вроде бы там, где не было теплообменника, там лед остался нормальным, но там, где теплообменник. Ну ладно, ну не клевал лещ, ну что ты поделаешь? Я посмотрела, там особо ни у кого не клевал. Конечно, немножко завидно, когда смотришь, у некоторых приходят эти одиночные лещики. Ну, значит, еще карма зимняя не отработанная, не так?
много ловила на Виляйском водохранилище, чтобы сразу приехать и поймать леща. Это было бы несправедливо. Правильно? Правильно. Хорошо, что мы вообще нашли это местечко, и здесь клюет. Такая рыбка, как клюет. Первая рыба за столько времени. Ночью вообще ничего не было. И вот, наконец-то, какая-то рыба у нас пришла. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Я даже не вижу, кто. Оп. Ого. А что это такое? Что я не поняла, что это такое? Ого, смотрите. Поняли? Это когда у вас там шевелит по 10 раз. Вы видели? Смотрите, как завязались в узелок. Ёпсель-матрёпсель, с ума сойти. Что это такое? Обалдеть. Обалдеть. Представляете, сколько их там пришло? Лед очень сильно трещит. Трещит он не все время, трещит он 2 или 3 раза в сутки. Поздно вечером, рано утром. Чаще всего. Это то, что вот за 3 дня. Все говорят, что, возможно, это воду сливают с водохранилища или что там спускают. Ну, блин, что будут по несколько раз в день это делать, я не знаю, зачем это надо. Вот. Но трещит даже под палаткой, очень такое стрёмное, так сказать, ощущение, не самое приятное, но даже не знаю, ребят, что плотва или подмещик. Сейчас посмотрим. Ну, что нехороший. Ой, какая плотва. Обалдеть, ребята. Представляете, какая хорошая плотва. Батон. Да, конечно, лещей в этот раз не попалось, хотя я их очень сильно ждала, но тем не менее в этот раз было больше подвесчиков, было много хорошей плотвы, было много хороших окуней и было очень много ерша. Что я могу сказать по оснастке? Ловила я все на поплавок, некоторая рыба попалась у меня на мормышку. Пару луночек обловила вокруг палатки. При необходимости, при большом желании можно было ловить и на улице, если луночки закармливать. На ставке было всего несколько сработок, одна только реализованная. И на этой одной ставочке попался вот такой вот окунь, допустим, как вот здесь вот лежит. Вот такой вот небольшой окунь на моего карасика. Ну и вот, ребят, так выглядят
наши лунки и пол после ночи. Вы знаете, как-то мне не очень нравится его вид. И я думаю, возможно, даже третью ночь было бы немножко опасно здесь оставаться. Потому что как будто лед даже прогнулся, просел. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!